Бля, какой у меня пиздатый голос, пиздец. Короче, ребят, рекомендую ознакомиться с таким автором под именем Роб Купер. Чел рисует карты на заказ. У меня просто шишка так встала, что, блядь, сейчас стены ебать буду как. У парня золотые руки, вы только приглядитесь сюда. Нихуя! Короче, бля, кто не подпишет, тот будет выписан из числа узбеков. Ссылка в описании. 2010 год. Heavy Rain, World of Tanks, Red Dead Redemption, 3 God of War, Need for Speed San Andreas. В общем, тогда было во что поиграть. Уж точно не в какую-то парашу с графикой что-то между Team Fortress 2 и GTA 1. Добавок уже устаревшей системы. Иди нахуй! Ну и поскольку никто о ней толку ничего не знает, я хочу пояснить за охуительную историю игры Король Покера 2. Вы же все это ждали, правильно? Первая часть была достаточно сырой. В ней отсутствует чужая цель. Вы просто играйте в покер. Да и просрать на деньги как два пальца об асфальт, что сложно сделать двушки. В случае поражения в первой части ты ощущаешь, как будто все, что было, бессмысленно. Ну а второй такого нет. Рождаясь силой Божьей, в наш вариант газеты въебал с заявлениями о новом губернаторе, который решил запретить покер и выставить всех бомжами. Так как новый губернатор следует лекалам Екатерины II, наш комбой уже каким-то макаром владеет целым мухосранством, в котором, судя по всему, помимо его живет хуй на блюде. Тот предлагает нам пиздить и доказать мэру, что покер больше, чем просто азартная игра. Нет. Ладно, да. Садимся в поезд и нам предлагают пройти обучение. На самом деле я уже прекрасно все знаю, кому интересно, можете сами скачать игру и посмотреть фу. Ну а я проведу эксперимент. Что будет, если завалить обучение, и можно ли его завалить? Я намеренно сломлю, по идее, хорошие карты, и момент истины. После прибытия конвоя в место назначения, тут решают осмотреть местность. Ничего такого в этом не было, выговаривался заранее заготовленный текст. Так и веет безысходностью. Несмотря на это и на запреты на азартные игры, все равно мы пошли играть в покер. Катка была непростой и кое-как урвали 3-е место. Последующие 2 раза не увенчались успехом, и я на этом моменте приостановил запись и пошел гамать ТФ-ку. Во время игры я задумался о рациональности продолжать играть честно. Все равно в игре помимо бесконечного гринда и потных каток ничего не наблюдается. Потому я решил начать рейд себе денег. Да, это нечестно, но иначе серия этих видео затянется аж на 12 выпусков. А оно вам надо? Смотреть на то, как какой-то ноунейм с каким-то уебищным голосом пытается играть в покер? Если вам интересен скучный и длинный геймплей, просто скачайте мой репарт по ссылке в описании. Напомню, что моя главная цель рассказать о сюжете. Это не прохождение, потому я постараюсь проскибать скучные моменты. Надеюсь на то, что вы сможете Понять и простить. Ну чего, все же мы люди, ты же знаешь. После 2 ужасных поражений комбой задумался. Не лучше ли стать каменщиком и начать зарабатывать чистым трудом? Но вот беда. Из-за долгой работы на шахте мы просрали одну звезду. И ничего страшного, идем вновь ее получать. За это вот этот мужик нам дает лошадь. А учитывая факт запрета на путешествие, она нам пригодится. Теперь мы должны завладеть угольной шахтой. Ей владеют 2 брата-супостата и, конечно же, естественно, мы ее должны отыграть. Не с первого раза, но все-таки цель была достигнута. И теперь нам была открыта дорога в новый мир. Мир светлого синего будущего.
На этом моменте я завершил съемку этой игры, и на это есть объяснимая причина. Сложность этой хуйни не растет, а эволюционирует. Вот этот скриншот все демонстрирует. Теперь недостаточно просто уебать 10 и заработать Лебовского. Нет. Теперь до победы нужно идти. А идти хотя бы до 3-го места вы будете долго. Да и зачем? При прохождении король покера можно ёбнуться. Потому что остаться разумным существом после этой залупы практически невозможно. Дополнение тут отсутствуют удобные сохранения и контрольные точки. Игра сохранит каждый ваш пердеж, дабы вы не просто загрузились с хорошего момента, а продолжили страдать. И из-за этого у меня нередко сгорал анус. Хотя что более вероятно, я просто нуб и ничего не понимаю. В общем, играть дальше физически невозможно. И чтобы не тратить и мое, и ваше время, я лучше покажу вам самое вкусное напоследок. В свете последних дней мой внутренний мир начал постепенно рушиться, ввиду постоянной рутины и бесконечного дня сурка. Сегодняшний день похож на вчерашний, а выбраться нужно поскорей. Главное – сделать первый шаг. Говоря об игре, оценим ее по достоинству. Спорная тема, ибо у вас могут быть как охуенный момент, после которых вы начинаете верить в человечество, как и хуйня, после которой вы осознаете, что вселенная не бесконечна. Но в целом все вышесказанное друг друга дополняет, так что 6 из 10. Я не графодрочер, она идет на слабый ПК и плюс выглядит достаточно пиздато. 6 из 10. Ну такое, тут даже рассказывать было нечего. Практически ее нету, везде имеются орфографические ошибки. А диалоги выглядят по-уебански в стиле 90-х. А по идее, битвы с боссами вообще на уровне «здрасте, переехали». Как говорил доктор З. На моей памяти это единственное поле боя, которое по скорости проноса может сравниться с Гидрой. Короче, 5 из 10. Это как и оценка за проработанность, как и за всю игру в целом. Ах да, вот и концовка. Спасибо, я ждал увидеть какую-то такую строчку. Ну что ж, это было все, что я хотел сказать. Несмотря на все ее недостатки, она доставила мне действительно много приятных эмоций. Она выглядит красиво, в духе Дикого Запада. Ощущается свежо, и сложно так сразу дать ей 13. А любая даже маленькая победа доставит вам много прекрасных ощущений. Поэтому я рекомендую все-таки скачать мой репак или же даже купить игру на сайте Аллавар. На все про все, ссылка в описании. Ну а ваши уши мучил Дитер. Ставь лайк, подпишись. Смотри, не обосрись.